Привет, друзья! Одна из самых ароматных паст в Италии – паста ai funghi porcini. Это, как правило, разной ширины нарезки лапша с белыми грибами в сливочном соусе. У нас тут белых грибов, боровичков, разве что сушеные. Поэтому покажу, как я решаю эту проблему. На мой вкус, самое подходящее по текстуре и аромату грибы – это шиитаке. А для полноты вкусовых ощущений добавим сухих боровичков, предварительно замоченных в кипятке. Но все по порядку. Подготовим шиитаке. Мыть их не надо, только отломать или отрезать ножку. Она очень жесткая и годится только для бульонов. И слегка постучать по шляпке, чтобы вылетели песчинки, если они там есть. Потом нарезать на дольки. Я люблю нарезать не очень тонко, чтобы потом чувствовалась текстура. Нарезаем одну луковицу на крупные полукольца. Наливаем в сковороду оливковое масло 5-6 столовых ложек. Позже можно будет подкорректировать. Туда же лук, соль, немного тмина и зиры, а также полчашки белого вина, но можно и без него. И на среднем нагреве румяним лук до золотистого цвета. Добавляем к зарумяненному луку грибы шиитаке и продолжаем румянить их уже вместе. Через минут 5-7 добавляем замоченные боровики. А для усиления аромата аккуратно сливаем, не взбалтывая, воду, в которой замачивались грибы. Тем временем забросим нашу пасту в кипящую подсоленную воду и варим на 2-3 минуты меньше времени готовки, рекомендованного на упаковке. Я использую пасту паппарделле. Вернемся к грибам. Добавляем сметану и сушеную душицу. В Италии используют сливки, но я отдаю предпочтение сметане. Она не только дает кремовую основу соусу, но и добавляет немного сметанной кислоты. В сочетании с землистым вкусом грибов это плюс. Протушиваем все основательно. За 2-3 минуты до готовности пасты добавляем полчашки воды от этой же пасты и хорошенько перемешиваем. Я люблю добавить также немного рубленого чеснока. Содержащийся в воде крахмал переходит в соус и делает его более кремовым. Перекладываем паппарделле в соус. Добавляем мелко нарубленные петрушки, тщательно перемешиваем. Выключаем нагрев и оставляем под закрытой крышкой на 2 минуты. Паппарделле ai funghi готовы. Вкус и аромат умопомрачительные. Приятного аппетита! Не забудьте подписаться, чтобы не пропускать новые видеорецепты. Всего доброго! До встречи на канале!